Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет! Сегодня у нас очередной инструмент сайта AliExpress. В частности, здесь в коробочке находится цепная аккумуляторная пила, которая была приобретена по просьбе моего товарища, ну и он разрешил мне, соответственно, показать все это дело вам. И, кстати, друзья, мне еще едет аж 2 цепные пилы, но с разными шинами. Посмотрим на эту. Цепная пила у нас фирмы Anevan. Нас встречает такой рекламный буклетик, в котором представлены различные инструменты фирмы Anevan. Так, далее у нас идет полноценная инструкция для данной пилы. Очень много написано, расписано, но настолько уже изучен этот инструмент, что в принципе инструкция нам это ни о чем. Ну вот какая-то бумаженца еще непонятная. Вот так вот, считай, россыпью все это дело у нас упаковано. Заказана была данная пила без аккумулятора, просто тушка. Итак, у нас есть чехол для шины, который подходит от 6 до 8 дюймов. Заказана была шина 8 дюймов. Давайте все это вываливать пока на стол, и потом будем с вами смотреть. Все достаю. В коробке неудобно. Вот и сама пилка. Все, коробка у нас пуста. Чехол для шины я уже показал. Сама шина длиной 8 дюймов. В шине есть звездочка. Все аккуратно, все красиво. Есть вот такая вот емкость для масла. Есть ремешок для переноски, хотя не знаю, кто этим ремешком пользуется. Видимо, никто. И здесь у нас в пакетике есть запасные какие-то вещи. Есть кожух для пилы. Походу он не на всю длину у нас будет. Видите, обрубок кожух должен быть по идее на 8 дюймов длиннее. Этот же кожух, я так предполагаю, для шины длиной 6 дюймов. Ну да ладно. В пакетике у нас идет цепочка. По-моему, одна штука. Все мы сейчас разберем, посмотрим. Даже есть в комплекте, видите, отверточка. Есть в комплекте, наверное, для нашей вот этой вот, для нашего кожуха вот такой вот саморез. Есть у нас, что у нас есть? Есть, соответственно, пружина, опять же, для нашего кожуха. И есть вот такая вот проходная втулка. Сейчас мы это все дело будем пытаться собрать. Так, ну и вот наша, как говорится, пилка. Сразу бросается в глаза то, что у нас есть заливная емкость для смазки цепи. Есть нагнетательный насосик для смазки цепи. И самая большая полезная вещь, что мне бросилась в глаза, это, смотрите, колесо натяжки цепи. Нам не надо уже никаких отверток, ничего. Мы можем просто, как говорится, в реальном времени немножко подтянуть, либо отпустить нашу цепь. Итак, снимаем, смотрим гаечку. Вот так это все у нас выглядит. Механизм натяжки. Все прикручено на винтах, не на вот этих вот пластиковых заклепках температурных. Все на винтах, то есть ползунок у нас бегает, ходит все как положено. В любой момент, опять же, мы можем все это дело подрегулировать. То есть вот это вот офигенно классная вещь. А вы все помните, у меня было на обзоре 2 пилки, они в принципе были одинаковые. То есть одна была от Воссай, по-моему, а вторая от Лайова, что-то в этом роде. И там везде вот этот вот, как в бензопилах, есть торцевой винт, к которому, в принципе, не подлезть, а здесь все на высоте. Итак, смотрим дальше. Про масло рассказал, про это рассказал. Вот такая вот шестеренка. Вот так вот собрана. Значит, есть у нас окошко для контроля уровня масла в бачке. Тоже немаловажный, я бы сказал, плюс. Но оно такое вообще узкое. Не знаю, будет ли оно видно. Здесь вот защита руки у нас, да. И она здесь ничем, видите, не зафиксирована. Может быть при зацепе за какую-то ветку и, так сказать, излом данной защиты. Но на работу, я так понимаю, это не повлияет. Пилка наша будет продолжать работать. Так, давайте включим. Возьмем для этого аккумулятор на 4 ампер-часа. Аккумулятор из предыдущего обзора на гайковерт.
трещотку. И посмотрим, как все это у нас будет выглядеть с аккумулятором. Ну вот, в принципе, как-то так. На аккумуляторе у нас 100% заряд. Но, опять же, напоминаю, здесь процентов 70-75. Так, и давайте включим, посмотрим. Значит, кнопочка блокировки нам надо нажать, и только тогда включить наш курок. Так мы его не нажмем. В данной пиле еще есть дублирующий индикатор заряда батареи. Вот видите, на самой пиле. %87% заряд нашей батареи. Не знаю, откуда и как наша пила это взяла, но вот как есть, так я вам, друзья, и показываю. 87%. То есть, либо здесь идеальный просто какой-то стоит индикатор, либо, я не знаю, давайте еще разок. 83%. Короче, показывает, я так понимаю, какую-то абсолютную белиберду. Неверную, неточную. Так, давайте снимем аккумулятор и опять оденем. Посмотрим, что будет у нас теперь. Поехали. Все те же 83%. По состоянию аккумулятора я бы сказал, что это правда. Но вот как-то 87 было и 83 стало. Это, видите, 85. Короче, показывает он какую-то пургу. Так, снимаем аккумулятор. Оснащаем все это дело цепочкой. Всегда одевайте пильную цепь на шину правильной стороной. Потому как очень многое количество людей пишут, что-то я одел все как у тебя там, и она, блин, не режет. Вот должно быть рабочее положение нашей, так сказать, шины на пиле. То есть, если представить, что здесь моя рука это полено какое-то, деревяшка, то вот так это должно работать. Многие же делают вот так. Все, работать так не будет, так как режущая кромка у нас с этой стороны, а не спереди. И при движении на древесину, соответственно, это все дело будет буксовать, тормозить, но никак не резать. Поэтому только вот такая вот установка. Так, пробуем установить. Так, друзья, не установить. Вычитал я в характеристиках, на самой пиле нигде-то не сказано, что скорость вращения 45 тысяч оборотов. Это же, конечно, полный бред, но такая скорость возможна именно на двигателе. У нас идет передача сюда через какую-то шестерню, через редуктор на эту звезду. Поэтому давайте попытаемся мы с вами померить количество оборотов именно на звезде. Для этого будем использовать синюю изоленту. Используйте только синюю изоленту, другая изолента здесь не поможет. Попытаемся мы нашу звездочку укутать изолентой. Для того, чтобы не было никаких отражений. Как-то вот так. Не знаю, получится, не получится измерить, но мы попробуем. Так, берем нашу отражаечку. И наклеиваем вот сюда. Одеваем аккумулятор. Берем наш лазерный тахометр. Включаем, подготавливаем. Да, обороты никак не изменяются, смотрите. Как только включается наша пилка, обороты идут постоянные. Никакой регулировки нет. В принципе, они для пилы не нужны. Итак, давайте пробовать измерять. Ну и вот наши правдивые обороты. Это 8255, насколько я помню, да? Давайте еще разок. Настолько неудобно это все дело мерять. Да, ну вот почти 8400 оборотов. Вот это будет у нас как бы справедливые обороты.
Более тут не будет. 45 тысяч, видимо, будет на двигателе. Так, ну да ладно. Так, теперь уж собираем нашу пилку. Все это дело у нас делается следующим образом. Берем нашу крышку и пробуем одеть. Берем, соответственно, вот такую гаечку. Пробуем немножко подтянуть. Много не тяните, друзья, так как нам нужно еще, видите, убрать данное провисание. И вот таким вот манером наше провисание убирается. Не натягивайте никогда цепь сильно туго, так как она у вас будет очень быстро растягиваться. Вот, в принципе, в таком положении. Еще, наверное, чуточку. И еще чуточку мы ее с вами зафиксируем. Все, просто шикарно. Нет, видите, сразу клин. Вот в этом минус, в принципе, всех этих пилок. Что как только перетянул немножко цепь и зажал, у нее получается клин. Так, такое провисание нам не нужно. Давайте на таком провисании попробуем зажать. Посмотреть, что получится. Так, зажали. И получили довольно неплохую натяжку. И опять нет натяжки. Вот в этом большой минус, что натяжку цепи очень плохо поймать. Ну, наверное, мы оставим это все дело так. Все, ну что, запускаем пилу. Очень боюсь, очень страшно, но нужно. Много вращать я ее крутить не буду, так как у нас, сами понимаете, нету смазки. Но опять же, нету смазки и нету давления бревна, поэтому, в принципе, это не страшно. Так, остается нам собрать и показать, как это делается, данный, друзья, кожух. Так, сюда мы засовываем, так сказать, нашу втулку. Сюда нам надо впихнуть пружинку. Для этого лучше обезопасить себя и снять аккумулятор. Так, пружинку нам нужно какой стороной. И так непонятно, и сяк непонятно. Все-таки, наверное, данной стороной сюда, а это куда-то туда. Есть там отверстие под пружинку именно. Вот это вот отверстие. И этот вот конец свободной пружинки нам нужно завести, по идее, туда в отверстие. И все это зафиксировать винтом. Вот мне удалось попасть. Фиксируем винтом. Да, сильно фиксировать не надо, пружинка сильно слабая. Ну вот как-то так, видите. Сильно не фиксируйте. Как я говорил, здесь у нас для 6-дюймовой пилки защита. Почему так они делают, непонятно. То есть край пилы, если где-то что-то отобьет, может повредить, так сказать, нам руки или что-то еще. Ну и вот такой вот общий вид нашей пилы. Теперь давайте мы взвесим все это действо. «964 грамма, почти килограмм». Ну и давайте с аккумулятором. Заодно посмотрим, может ли стоять на аккумуляторе наша пила. Может, друзья. И вот у нас 1,5-5 килограмма, 1520 грамм. Весь полный вес с аккумулятором 4 ампер-часа. И вот такая довольно серьезная техника. Так, теперь по традиции давайте мы ее разберем. Посмотрим, что да как у нас находится внутри. Итак, раскрутил я нашу пилу. Вот такое вот огромное количество саморезиков здесь есть. Под торкс десяточку. Это кому интересно. Давайте аккуратно вскрываем, смотрим, что здесь да как.
Корпус я уже даже останавливаться не буду. Пластик я сразу вижу, что крепкий, классный, инструментальный. Собрано все здесь вот. Вы видите сами. Все просто классно и шикарно. Вся это вот, видите, какой маленький бачок для смазки цепи. Идет нагнетатель воздушный. И вот в этом районе у нас масло в этом отверстии будет подаваться на нашу цепь. Думаю, понятно. Вот так все это дело устроено. Два провода под натяжкой. Ну, хотя не натяжка, но идет на индикатор. Двигатель у нас маленький, бесщеточный. Бесщеточный движок — это огромный плюс, так как если какой-то клин, то если будет движок щеточный и не будет, соответственно, никакой защиты, здесь я так понимаю, что стоит контроллер и будет защита, так сказать, нашей цепи. А в предыдущем моем видео про трещотку гайковерт, там просто щеточный движок и ничего контроллеров, сразу идет на аккумулятор питания. То есть там при заклинивании получится сгорит у нас наш электродвигатель. Ну и вот так все это дело у нас, так сказать, выглядит. Так, давайте, наверное, я сейчас сниму вот эту скобу. Чем будем снимать? Наверное, ножиком поддену. Колечко, фиксирующее нашу шестеренку. Вот такое вот колечко. И вот такая вот шестеренка. Звездочка с двумя шлицами. Теперь открутим наш редуктор. Это все дело мы опустим сюда. Ну и открутим наш редуктор. Посмотрим. В руках покрутим, что он собой представляет. Крепится все на 4 винтах, на саморезах под Торкс 10. Точно такие саморезы, как и скручен наш корпус. Так, все, наш редуктор с двигателем откручен. И мы наблюдаем следующую картину. Уже дальше я не полезу, друзья. То есть смазки здесь, я бы сказал, маловато. Маловато. Вся смазка как бы лежит у нас, вот видите, здесь вот в куче. Давайте я постараюсь вам ближе все это дело показать. Хочу с вами поделиться своим наблюдением таким, или, не знаю, домыслами. То есть вы, наверное, помните, кто смотрит за моим каналом, следит, кто смотрит мои видео, когда я в прошлый раз разбирал вот такую похожую пилу, то задавался вопросом. И у меня здесь, в той пиле, смазки вообще не было. То есть я спросил у продавца, говорю, должна ли быть здесь смазка? Он ответил категорически, что нет. Я, кстати, тоже придерживаюсь того мнения, что этот редуктор должен быть сухим, без смазки. Так как у нас под звездой никаких пыльников, сальников нету. Сюда будет лететь стружка, разная пыль. То есть, ну, давайте считать абразив. Будет забиваться в зубья со смазкой, и это получится каменная смесь. Ни один человек под тем видео и написал, потому что у него пила сломалась именно потому, что здесь происходило налипание всякой грязи. Поэтому я все-таки думаю, что здесь смазку нужно вообще убирать. Но поскольку эта пила не моя, я должен отдать, как она пришла. Товарищу я скажу это все дело. Но я думаю, что здесь смазку нужно всю убрать. И что это у нас должен быть сухой редуктор. Могу ошибаться, но вот мое мнение такое. Свои мнения, пожалуйста, пишите в комментариях. И вот такая вот передача. То есть, если у нас на выходе примерно 8000 оборотов, то на двигателе, да, примерно 45 их, наверное, и будет. Такой вот маленький движок, тоже собран как бы в своем корпусе. Ну, как говорится, покажет только время. Кстати, похожая же сборка, в принципе, была и на тех пилах, которые у меня и тоже у товарища я заказывал. И все работает по сей день безупречно. Я думаю, здесь тоже никаких вопросов не будет. Все это дело сделано однотипно.
Так, ну все, наверное. Я тогда собираю все это дело. Все это дело я собираю. И пойдем что-нибудь резанем. Посмотрим, как это все дело у нас работает на практике. Так, собрал я нашу пилу. Вот, и хочу такое дополнение сделать по поводу смазки. Туда можно наложить смазки. И при условии, если здесь установить какое-то фетровое, либо там, не знаю, шинели, колечко. И я думаю, все будет работать четко. Туда не будет попадать пыль. Вот. Не толстое колечко туда положить. И будет это все дело, я думаю, работать. Тоже пишите ваше мнение по поводу прокладочки из фетра. Народ, все при тестировании пил, там болгарок, не знаю еще чего, сабельных пил делают большое количество резов, срезов. Вот. Я в этом, честно говоря, смысла никакого не вижу. Я решил пойти от обратного. Я решил взять самый маленький аккумулятор, который позиционируется 2 ампер-часа. Ну, здесь примерно 1,7 ампера реальных. Зарядил его целиком и полностью, как вы видите. Вот. И пойдем попробуем порезать орешник. Есть у меня ветка, которая мне мешает. Ну и посмотрим, насколько его хватит. Вот. По сравнению с данным аккумулятором, мы уже можем сделать какой-то вывод, насколько хватит там шестерки, девятки, ну или вот даже такой вот четверки. Ну что, народ, будем резать, будем бить, как говорится. Значит, на всякий пожарный я еще взял девятку. Аккумулятор 9 ампер, на тот случай, если этот быстро сдохнет. Вот, эта вот девятка у меня около недели, наверное, работала на гайковерте, то есть без подзарядки. То есть она тоже на последнем издыхании, если что, сравним. Значит, будем резать вот эту вот веточку. Вот она идет. Буду строить новый курятник, и она мне мешает. Погнали. Заправил, кстати, масло.
Так, народ, больше нечего резать. Эту мелочевку я резать не буду. Смотрите, сколько осталось зарядки. Попробую показать. К сожалению, мерцание. 86% зарядки осталось. Но, когда я резал, зарядка падала до 49%. Вот я сейчас закончил резать, и было 49. Видите, обратно нажал, и уже 86. Теперь уже 92. Я не знаю, сколько тут чего еще можно перерезать этим 2-амперным аккумулятором. Ну, вы сами видите. Короче, нечего тут резать. 92% так и висит. Не знаю. Пилка режет как сумасшедшая. Вот, поэтому сегодня сделаем закругление. Пилочка классная. Скоро ожидаю еще 2 подобных пилы от Heimerdinger. Поэтому ожидайте, смотрите и следите за каналом. Все, всем пока, до новых встреч, до новых видео. Желаю, чтобы все.